Всем привет! С вами Ольга. Я вам обещала снять видео дешевых вариантов нанесения декоративных покрытий на стены. Сегодня мы рассмотрим вариант, который может вам обойтись меньше 100 рублей на квадратный метр. Это будет, то есть нам для этого потребуется краска влагостойкая. Она может быть даже самая дешевая, но обязательно должна быть влагостойкая. Мы красим ее 2 слоя и дальше губочкой морской нанесем лазурь. То есть вот такой вот будет. Немножко рекламы хочу порекламировать краску. То есть мы будем использовать вот такую вот краску. Это краска профессиональная серия Парад Pro Latex. Это латексная краска. Чем она отличается от акриловой? Вот простыми словами, человеческим языком. Латекс это как связующее. То есть вот вязкий такой состав, она более прочная к мытью. Латексная краска, она укрывает мелкие дефекты. Например, вот у вас стена шпаклеванная, вы пошкурили, и там царапинки от шкурки. Так вот, латексная краска, она как-то так по стене растекается, она укрывает эти дефекты. Вот мы сегодня будем эту краску использовать. Она достаточно недешевая, но вы, в свою очередь, когда будете делать дома, можете использовать любую. Мы просто и показываем. Вот такая краска, она у нас есть в продаже. Обязательно рекомендую попробовать, кто еще не пробовал. Значит, берем валик и колерованную краску. Наносим краску на стену, равномерно валиком раскатываем. Смотрите, она как хорошо укрывает. Практически за один раз. Но мы будем красить 2. Все-таки 2 слоя это надежней. Углы красим кистью, низа верха кистью к потолку. Остальное все красим валиком, раскатывая и не оставляя крупную шубу. Вопрос задавали в комментариях, какие валики мы используем. Ворс. Мы в основном используем ворс 4 мм. Крупный ворс мы не используем, не любим. Мы его считаем для фасадов. Но каждый мастер пользуется своим инструментом, то есть каждому удобно работать разными инструментами. Один использует 4 мм, другой 6. То есть нет такого критерия. Кому чем удобно, тот то и использует. Смотрите, вот краска. Вот она укрывает такую страшную, грубо говоря, стену за один слой. Цвет вы можете выбрать любой, какой вам хочется, какой вам нравится. И заколеровать краску можно как аппаратным способом в магазине, так и руками. То есть покупаете краску белую, покупаете колер маленький в баночке, самый дешевый, там, Полиш, там, или какой он еще бывает. Мы пользуемся аппаратной колеровкой. Сопля, да, видите, стекает. Убираем ее. Вот на это обращайте внимание, чтобы не было всяких капель на стене. Оставляем сохнуть. Далее покрасим 2-й раз еще. И ждем высыхания. Краска сохнет в среднем на отлив, ну, часа 4. Полное высыхание у нее сутки статистически. Если маляр работает в квартире, то он, по сути, красит за один день 2 слоя. То есть покрасил, пообедал, снова покрасил. Ждем высыхания краски. Красим 2-й слой. 1-й у нас высох. Красим 2-й. Он только для того, чтобы успокоиться самим и укрыть те пробелы на стене, которые мы, возможно, не увидели. Все равно за один раз есть такая вероятность. Она высокая, что у вас не укроет. Раскатываем обязательно, не оставляйте крупную шубу. Это некрасиво на стене. То есть вот у нас такая получилась ровненькая, как будто бы стена. Хотя на самом деле особо мы ее не подготавливали. Вот этот вот планшет. На нем была старая штукатурка. Мы ее просто подшкурили и все. Подсохла наша краска. Смотрим ее.
На ощупь проверяем. Если где-то что-то не нравится, можно слегка подшкурить. Нирочка, допустим, шкурка. Ну, то есть где-то там капушка или еще что-то. Можно немножко подшкурить. Дальше мы будем использовать лазурь. Это перламутровый состав. Но мы будем два вида лазури использовать. Это вот такая лазурь. Бриллиант голубой, торговая марка Effectum. Будем использовать. И будем использовать бриллиант микс. Микс, он мерцает такими частицами разных цветов. Изначально он белый. То есть вот когда мы открываем ее, смотрим, вот она. А мерцает разными цветами, и голубыми, фиолетовыми, золотыми, то есть всякими. А голубой, он именно голубым. Ну вот будем использовать два вида. И будем наносить мы эту лазурь вот такой губкой морской. Это натуральная морская губка. Прежде чем ее использовать, мы ее смочили водой, выжили. Она такая жесткая, когда сухая, а смочили, выжили, она такая мягкая встает. То есть берем лазурь, перемешиваем. Напомню, что мы снимаем сейчас видео по дешевому и эффектному оформлению стен. Перемешаем ее, лазурь, и с крышки прямо буду брать. То есть берем губку, кончиками буквально вот так макаем лазурь и переносим ее на стену. Аккуратненько, еле-еле касаясь. Вот так. То есть мы можем ее хаотично наносить. Можем всякими полосами. Это как кому уже нравится. Наносим лазурь. Изначально она, видите, белая. А когда она высохнет, она будет прозрачная и переливаться так красиво. Я думаю, что будет красиво. Просто с кончика губки морской переносим лазурь на стену. Губку можно брать разной стороной, то есть у нее с каждой стороны разные, видите, они. То есть все разные. Кончики. И очень маленький расход. Сама по себе лазурь, она дорогая. Она, ну вот у нас она стоит 900 рублей за килограмм. Но расход у нее очень маленький. Поэтому на квадратный метр стоимость материала будет, ну, я говорю, может быть 100-150 рублей. Вот так. Смотря какую краску вы будете использовать. Ну вот, нанесли мы сейчас микс. И сейчас еще немножко добавим голубого. Потом чуть-чуть подсохнет и покажем вам сбоку, как это выглядит. Я думаю, что вам должно быть видно. Лазурь перемешиваем обязательно, потому что она оседает на дне. Сами вот эти частицы оседают на дне. А нам надо ее поднять на крышку. Видно, не видно, как она голубеньким отливает? Не знаю, как на камере. Видно, не видно? Ну, чуть-чуть добавим местами вот так. Если вы находитесь в городе Ижевске, проживаете, вы можете прийти к нам в отдел, приобрести эти материалы. И вживую прямо мы вам покажем, как это наносится. Прямо рукой. Ну, то есть вы тут попробуете. Ну и я думаю, что все, ждем подсыхания и показываем вам, какой у нас получился эффект. Подождем немножко и сбоку вам покажем. И вот такой вот у нее эффект. Видите? То есть перламутр, лазурь, бриллиант микс. Он переливается таким непонятным цветом. В нем содержатся разные частицы. Как вам это показать-то? И голубенькие, и золотистые, и всякие-всякие. То есть он непонятный такой, приятный у него перелив, но нет определенного цвета. И местами бриллиант голубой виден. Вот он. Нас немножко подводит освещение в отделе. Ну, смысл-то понятен. Вот такая будет у вас стена, и за квадратный метр она у вас обойдется в районе 100 рублей. Если вы будете использовать дешевую влагостойкую краску и лазурь. А если вы будете использовать хорошие краски, профессиональные, ну вот, например, которую мы вначале показывали, Парад Pro Latex E20,
ну, у вас стоимость будет материала в районе 150 рублей за квадратный метр, что тоже дешево достаточно. Вот такой вот эффект. Мы снимаем видео для вас, для вашего удобства, для экономии вашего бюджета, для каких-то новых идей. Возможно, мы вам дадим новые идеи. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Всем пока и ждите следующее видео.